Приветствую вас, с вами Александр Арабейко. Сегодня мы создаем объект очень интересный, который реализовывали в течение года. Завтра, к сожалению, заезжают заказчики, мы не сможем подробно снять обзор, будет все пока захламлено. Ждем мебель. Но сегодня пробежимся, я покажу вам основные этапы, которые мы сделали, поэтому объект очень интересный, поэтому присаживаемся и погнали. Коридор – это самое шикарное место в этой квартире за счет вот этих зеркал с подсветкой. Изначально оно было достаточно посредственно смотреться, когда у нас просто покрашены стены и потолки. Но за счет таких вот дизайнерских решений, как вот такой небольшой зазор в 5 мм, он обособляет именно помещение и стены и потолок, и смотрится очень достаточно солидно. То есть вот обратите внимание, здесь у нас есть зазоры, здесь у нас нет зазора. Насколько здесь просто смотрится потолок, насколько здесь он интересно смотрится и шикарно. Соответственно, и примыкание здесь смотрится идеально при качественной подготовке данной кромочки. Кстати, по зеркалам, как видим, здесь очень большое зеркало, а мы на 14 этаже. Всегда при заказе зеркала обращайте внимание на его габариты, чтобы оно поместилось в лифт. У нас ровненькое зеркало вошло, мы его чуть подогнули, до дверей осталось 5 мм. Далее, как реализовано? Здесь у нас вставлен профиль алюминиевый между зеркалами и плотненько прижат. Получилось у нас таким образом, что у нас идет фаска на зеркале, входит в фаску профиля. Очень классно это смотрится. Зеркало вошло в зазор на потолке, также с профилем. Здесь еще наблюдается интересный эффект, когда два зеркала напротив, видим, свет отражается в зеркалах и получаются такие вот интересные цветовые полосы на потолке. Здесь у нас будет раздвижная дверь. То здесь будет отгорожать именно зал и коридор. На данный момент пока у нас выставлен паз. И в будущем здесь вот мы делаем таким образом, чтобы можно было завести дверь. Не доводим ширину до конца. Кстати, здесь видим, как реализованы эти ниши. Использовался специальный профиль для формирования таких вот пазов. Потолки все из гипсокартона. Также интересно, в коридоре плитка под мрамор. Нарезали вручную из плитки 60 на 60 вот такие полоски и вырезали в ее ширину в плитке 60 на 60. То есть мы укорачивали и делали вот эти фрезы. Также очень классно смотрится. Сами фрезы глянцевые, как видим. Плитка матовая. Здесь примыкание с паркетом. И дальше паркетная доска штучная, но уже готовая. То есть уже была лакирована, просто было уложить. Плинтуса напольные, в данном случае дюрополимер был крашеный. Это наш зал. И здесь у нас огромное окно с видом на город. Здесь будет справа рабочее место. Здесь еще будут стеллажи из реечек с подсветочкой. И здесь эта колонна будет управлена также графитовыми красивыми шкафами. И здесь наша кухня, достаточно большая. Здесь у нас большой широкий холодильник. Кухня. Очень мне нравится данный производитель. Это Явит, это фабричная кухня. У них очень классно изготовлено. То есть это вся кухня из массива, даже сами шуфлядки. Фирма Явит, можете посмотреть. Это, по-моему, барановическое производство. Это раздел для аксессуаров. Как видим, здесь каждая штучка достается, можно отдельно помыть, хорошенько залито в лак.
Далее здесь просто у нас шуфлядки, также в дереве и со стеклом. И большая шуфляда, также в дереве. Сами дверцы из массива, и также у нас изнутри также массив. Все полочки и корпус. Такая бежевого цвета. Производитель Whirlpool. И такая же техника. Духовой шкаф. И микроволновка. Здесь у нас просто шкафчики идут. Обратите внимание, как на столешнице сделано. Также у нас здесь слив. Когда будет здесь какая-то установлена посуда, будет вода стекать обратно в раковину. Раковина бланка. Это наш туалет. Также выполнен в стиле под мрамор белый. Левая стена глянцевая керамогранит 80 на метр 80. То есть большая плиточка, как видим, у нас здесь только 2 шва на стене. Здесь и здесь. Швы загерметизированы в цвет плитки. Смотрится как целая стена из мрамора. С правой стороны уже использована плиточка 1,20 на 60. Матовая. Ограничили вот таким вот профилем алюминиевый под золото. И здесь у нас большое зеркало на всю стену от угла до угла. Здесь такой интересный смеситель от Зорга, латуневый. И вот такая суперская графитовая тумбочка. Вешалка для полотенца также очень забавная. Здесь будет зона хранения, здесь будут вертикальные дверцы, жалюзины. Ванная комната также выполнена в стиле под мрамор. Здесь видим у нас навесная тумба, также в графитовом цвете, очень шикарный цвет. Не знаю, передает эта камера или нет, но очень солидно смотрится. Также акриловая столешница с влитой раковиной. То есть раковина у нас цельная, сделана из одного материала. И также смеситель Зорг. Здесь встроена душевая система, тоже Зорг, тоже с такая вот замысловатая. Такая вот леечка, вся резная, красивая. Это излив, и в латуневые также выполнены сами чашечки. Все это в лаке, поэтому не знаю, сколько оно прослужит, но будем смотреть. А это душевая лейка. Даже сверху есть рисунок, который никто не видит. И справа полотенцесушитель, тоже в латуни. Ванна у нас Laufen Palladium 80 на метр 80. Очень хорошая ванна. Смотрите по ссылке в описании. Я тестировал данные ванны на царапиностойкость и, в принципе, рассказывал, почему данные ванны очень хороши. С правой стороны здесь будет еще зашитый шкаф полностью. Здесь у нас будет образовываться ниша, шкаф. Таким вот образом будет. Здесь стиральная машина и зона хранения.
Теперь мы находимся в детской. Очень уютный, приятный свет. Светильники Майтони. Здесь у нас будет столешница предусматриваться, рабочая зона. Над ней сделали свет и просто равномерно распределили светильники по потолку. Очень нравятся мне обои. Клеили похожие обои в горошек, но они были бумажные, очень плохого качества и гладкие, непрактичные. Это флизелин. Узнаю, как называется, если кому интересно, напишу в описании. Очень классно, то есть у него есть такая как тканая основа. Достаточно практичные, плотные и выглядит очень симпатично. Для детской комнаты это офигенное решение. Розеточки в зеркале. Итак, это спальня. Мы находимся в спальне. Здесь поклеенные обои. На полу паркет, как и везде. И плинтуса. И вот сегодня была, как всегда, неприятность, которую мы очень не любим, когда рассчитываем на мебель одну, и приезжает она немножко другого конструктива. Мы расценивали, что эти планки будут накладные, но в итоге шкаф на всю глубину, и он не влазил. И пришлось демонтировать данный плинтус. Придется его восстанавливать. А плинтус у нас под покраску. Придется стык восстанавливать и заново красить. Шкафы распашные. Это сейчас очень актуально, так как купешные шкафы очень уже всем надоели, всегда прижимаются, двери болтаются, а здесь это симпатично, аккуратно, нету никаких массивных дверей, все очень красиво и эстетично. Входные двери также из массива. Потолочки без плинтусов. И вот такая люстра. И здесь у нас огромный балкон 8-метровый. Здесь ничего интересного, просто был окрашен, штукатуренные стены. Потолочек у нас утеплен, и в утеплитель можно встраивать светильники GX 53. Они очень низкие и, соответственно, не мешают открыванию окон и достаточно приятный свет дают. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Подписываемся на канал и ставим обязательно колокольчик при подписке, так как уведомления о новых роликах не всегда приходят. Если объект понравился, пишите, какие элементы понравились, либо вы не поняли, как они реализованы. Постараюсь вам рассказать в сообществе, либо в комментариях. Поэтому спасибо, до свидания.